Смотри, вот это вот адаптер, да, и вот это вот беспроводной адаптер. Вот это тоже беспроводной адаптер. Именно Android и CarPlay в автомобиль, то есть который делает из проводного беспроводной Android Auto и CarPlay. Вот это Benizi, он стоит $30. А вот этот вот адаптер, который, смотрите, как быстро работает. То есть я вам такую годноту нашел, то есть вообще, смотрите, смотрите, как быстро реагирует. То есть и этот адаптер стоит где-то $10-11. Вот я, честно говоря, удивлен. Тут еще, кстати, если пленку снять, тут пленка сверху. Вот если пленку снять, то он будет еще меньше греться. То есть я удивлен, потому что этот адаптер реально работает. И вот давайте сразу мы с вами проведем тест холодного запуска. Холодный запуск — это когда ты включаешь его и определяешь, сколько он запускается. Для этого нам нужен секундомер. Давайте оставим его здесь. Начали. Я скажу, когда, на какой секунде, просто отобьем. И все. Ничего такого нету. Так, уперся. Давай. Раз, два, три. Старт. На 9, да, стартануло? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 секунд, 20 секунд холодного старта. Это не самый хороший показатель. Например, у этого где-то 15-16 секунд холодного старта. Но опять же, цена $30. Готовы ли вы, допустим, потерпеть плюс 10 секунд и не платить, допустим, $30, заплатить 10? Это вопрос такой, тут уже решать вам. Но то, что он работает, вот такой вот в коробочке, смотрите, Wireplay, CarPlay, Android Auto, у него заявлено, ну давай покажем сразу ребятам коробочку, у него заявлено потребление 0,75 ватта, у нас здесь, что тут еще? Он работает на 5,2 ГГц и 5,8 ГГц на 2,4. И Bluetooth, ну Bluetooth что, не версия, они версию не написали, 2,4G почему-то. Такое черт знает что. И сделан из ABS пластика. Внутри больше ничего, кроме инструкции, нет. То есть вот он одинаковый, скажем так, во всех своих проявлениях. Ну, давайте мы сейчас с вами посмотрим, сколько он стоит. А вы, пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик. Данную приблуду вы можете найти по ссылке в описании под видео. И, конечно же, промокод. Ну и в описании под видео рядом с ним есть ссылочка на наш AliExpress Telegram, где вы можете найти много вот таких вот разных приблуд, девайсов полезных, еще и промокоды для AliExpress. Технозон. Мы на Алиэкспрессе. Сегодня у нас автомобильная съемка, поэтому Алиэкспресс маленький. У нас есть, смотрите, 2 в 1. Вот он 2 в 1 стоит 10,48. Это обязательно брать 2 в 1, потому что он передает Android Auto через Android Auto, а CarPlay через CarPlay. Это очень важно, потому что это не эмуляция Android Auto через CarPlay интерфейс. Они здесь пишут про поддержку iOS от 10, и тут маленькая инструкция, которую вы можете сами почитать. Так, 2 в 1 Bluetooth адаптер, онлайн апгрейд, каким образом? Plug and Play, Wireless Play, 5,8 ГГц. Короче, ничего интересного для нас не пишут. Маленький, полностью апгрейдживаемый. Если знаете, как его апгрейдить, напишите в комментариях, будет интересно. Plug and Play просто включили, и все соединилось. Хорошо, тоже вариант такой, вы уже видели, что он действительно работает. Поддержка разных моментов управления. Либо кнопы, либо голосовое управление, либо на руле вот эти кнопки. И тач-интерфейс он тоже поддерживает. Хорошо. И есть даже, видите, они показывают органы охлаждения. Вот таким вот образом. Слушайте, ну все. Ссылочка в описании под видео. Давайте его немножечко потестируем. Кроме холодного старта, обязательно проверяем с горячий старт. Это когда ты гасишь машину. У многих машин есть минимальная поддержка питания USB. То есть горячий старт, когда мы заглушили, вышли. У нас наша система заглохла, да, выключилась. Так, берем наш ключ. Кстати, ключ видели, какой сделал? Тоже в AliExpress Телеграме нашем есть вот такие вот ключи. Классная тема. Давайте закрыли машину. Она у нас закрылась. Теперь мы открыли машину. Так, открыли, сели, запустились. Так, раз, и 2, и 3, и 4, и 5, и на 6-ю секунду у нас запуск.
Давайте музыку, чтобы у нас не этот. Теперь нам важно проинспектировать. На GPS не смотрите, работают рэбы, поэтому это зависит не от такого адаптера, а конкретно от смартфона. Смартфон сейчас из GPS вывалился. Неважно. Тестируем сейчас мы с вами музыку, то есть как он взаимодействует с моей системой. Смотрите, интерфейс все отрабатывает четко. Ну, давайте попробуем найти. Да, смотрите, можно набирать на экране, он спокойно взаимодействует с Android Auto здесь. То есть я могу вбить, вот, смотрите, поиск идет, и проверяем сразу же звук. Да, стереосистема моя работает в машине. А ну. Да, тут вопросов нет. Теперь работа с кнопками. У меня есть два типа управления. Есть панельное управление, есть кнопковое управление на руле. Тут у меня просто выставлен приоритет под руку на вот это управление под Android Auto. То есть я пробую внешние кнопки, они работают, то есть он подхватился, все отлично. Дальше давайте посмотрим выход в главное меню у нас происходит через кнопку, и это, да, он включен Android Auto. На Android Auto то же самое, если вы подключите CarPlay, будет подключен на CarPlay. Все чудесно. Давайте заходим, взаимодействие на Maps. Да, отлично. Быстродействие. Давайте пробуем. Да, быстродействие тоже очень неплохо. То есть особого тротлинга я не вижу. Давайте посмотрим на базовые настройки, являются ли они актуальными. Да, это актуальные настройки Android Auto, и также будет у CarPlay, они подтягиваются конкретно из самого смартфона. Слушайте, я как бы хочу еще проверить звук через сам телефон. А ну-ка. Ага. Дорогая, привет. Тестирую автодевайс. Скажи мне, сейчас ты меня слышишь хорошо? Шумы есть какие-то? Прекрасно. Не. Подожди. А вот так вот, подожди, стой. А вот так ты меня слышишь хорошо? Юляш? Да. Хорошо слышишь, да? Да, слышу. Все, Да? все. Все хорошо, спасибо тебе огромное, давай. Да, пока. То есть я специально включил пошумнее свой климат-контроль. Здесь находятся как раз диффузоры и микрофоны. У нас выходят вот сюда вот два стерео. То есть он подхватил штатную систему Шуванава, которая установлена у нас в смартфоне. То есть у нас остается проверить еще голосовой поиск. И, не голосовой поиск, а взаимодействие с голосовым интерфейсом. Обычно раньше это все делалось через кнопку, сейчас это делается таким образом. Окей, Google. Какая погода в Запорожье? Я Gemini, ваш помічник на основі шиї від Google. Здесь Gemini. Спілкуйтеся зі мною природніше й отримуйте допомогу з різними Это завданнями. прикол. Під час розмови будьте уважні за кермом. Gemini, скажи, пожалуйста, какая погода в Запорожье сегодня? Сегодня в Запорожье облачно с прояснениями 23 градуса. В Бенизе. Я вчера тестировал в Бенизе, и там работает простой ассистент. Я не знаю, от чего это зависит, но здесь у меня работает Gemini. Вот это очень удивительно. Давай попробуем другой. Окей, Google. Позвони контакту мама. Окей. Звоню маме. Да ладно. Да, сынок. Мама, если хорошо меня слышишь, скажи гав-гав. Что сказать? Гав-гав. Гав-гав. Все, хорошо меня слышишь, да? Хорошо. Все, Да. давай, пока, давай. Не обращайте внимания, мама привыкла уже к моим тестам техники. Она знает, что если хорошо слышит, то надо подтвердить. Если плохо, она скажет. Слушайте, я прям удивлен. Насчет голосового поиска. У нас вчера на Бенизе был голосовой ассистент. Давай так. Это полноценный Gemini. Окей, Google. Расскажи анекдот про Chevrolet. Слушай такой анекдот. Мужик на новеньком Chevrolet Это твой Corvette телефон. останавливается на светофоре. Рядом притормаживает дедушка на стареньком велосипеде, долго рассматривает машину и спрашивает: «Сынок, а что это за аппарат такой?» Хозяин гордо отвечает: «Это корвет, дедуля. 300 лошадиных сил до сотни за 4 секунды, стоит кучу денег». Дед покивал: «Да, техника, а можно я в салон загляну?»
Мужик разрешил. Блин, какой долгий Тут анекдот, а. посмотрел и говорит: Не, давай, «Хорошая стоп, машина». хватит. Ребят, очень достойная штука, на самом деле очень классно работает, очень быстро. Слушайте, все совместимые приложения, они тоже есть. Вы знаете, что вы можете здесь завести себе? Car Scanner, OBD Fusion, это мы отдельное видео сделаем и советую вам подписаться. Очень достойно. Конечно, не так быстро стартует, как конкуренты более дорогие, но если вы, в принципе, не готовы много тратить и вам не принципиально подождать лишних 5-6 секунд, то я думаю, это очень достойный вариант. Рекомендую ли я? Да, рекомендую. Тестировал ли? Тестировал долгое время, в долгих поездках. И сколько? Я его покупал, у меня уже месяц, да, где-то я катался. Я тестировал и Benizi, и Autocast, и вот эту штуку в том числе. Вот эта штука своих денег уж точно стоит. Поэтому ссылка в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.